Я Алексей Осин, ну вот начинаем Я наше Андрей бдение. Бочаров. Это все знают. Ну, вдруг кто не понял. Мы уже сократили список до каких-то, так сказать, отдельных строчек, но это даже хорошо. Любопытно будет, что... Давайте что сегодня я обсуждать. буду эксперт по искусственному интеллекту. И начну с сенсации, которая эта неделя началась, когда все вдруг новостные агентства, значит, DeepSeek, китайский чат-бот, который типа там что-то ИИ, обрушил весь, значит, американский технологический рынок, там NVIDIA упала на 600 миллионов и вообще... Миллиардов, наверное. Миллиардов, да, миллиардов. А уже, вы знаете, как-то так, миллиарды, триллионы уже эти большие числа. Сколько нам там Google должен? Какие-то циклопионы, по-моему, то есть тоже вот новость проскакивала. Там же идет этот штраф. Оборотный штраф, да. Да, вот там какие-то циклопионы. В общем, во всей вселенной столько атомов уже нет, сколько они нам... Вот эти зернышки на шахматной доске. Да, 1, да, 2, 4, даже и поехали. Да. Вот, и значит, это DeepSeek, вот это, что обозначает там глубокое мышление А не поиск. Seek — это же искать. Не, и поиск тоже. Ну и... А там think. Нет, все равно. И все вот равно DeepSeek тоже да. Это глубокое размышление Я просто обозначает. помню, прятки назывались seek and hide. Да, нет, seek это прятать, да. Ой, искать, конечно. Но вот само слово, оно еще обозначает, что там крепко задумался. И оказалось, что вот эта китайская приложуха, она, значит, в 100 раз эффективнее, там, в миллион раз дешевле, менее затратно по энерго вот этим всем ресурсам. И саму модель сделали за какие-то копейки, там, 6 миллионов. И все эти OpenAI упали в обморок. И кто там, Грок в Твиттере, ну, их там, Gemini у Гугла, все как-то обомлели немножко, и какая-то паника. И, знаете, такое, вот просто если полезть дальше, то, оказывается, не зря у них эта паника-то, не зря обрушение рынков. Ну, потому что, например, Китай, ну, как и Россия, они под санкциями вот этих всех главных больших производителей. Не можем мы покупать последнего слова технику, NVIDIA для этих всех и для криптовалют, и для искусственного интеллекта делают уже такую специальную плату. Раньше просто на видеокартах все вот это майнили и думать заставляли. Кстати, вот могу объяснить, почему именно вот графические карты, они же там треугольнички считают, то есть там вот идешь, когда в компьютерной игре в 3D, вот это вот все окружение, там даже горы на горизонте, какие-то птицы пролетают, они из маленьких треугольничков состоят. Вот там специальная карта, которая эти треугольнички считает, и как оказалось, что вот такая архитектура, она подходит и для обсчета вот этих криптовалют, майнинга, и для того, чтобы вот эти большие языковые модели обсчитывать. Я, если останется время, чуть дальше расскажу, там попытаюсь как-то популяризировать, почему именно треугольники и эти все большие языковые модели, как их там можно связать. Ну, так, возвращаюсь, значит, санкции на вот это оборудование, которое там слишком дорогое. Вам, значит, неграм и чумазам всяким мы не дадим. Только белые люди будут, значит, вот настоящий искусственный интеллект у себя делать. Построим огромный дата-центр в Техасе. В Техасе, где дефицит электроэнергии, построим, значит, огромный дата-центр и будем там и майнить. Это и... там ветряки замерзли. Да, и там ветряки замерзли. Их отогревали, да. Да, это года 3 назад было такое, конечно, апокалиптическое зрелище. В общем, в Техасе хотят построить огромные дата-центры, и Трамп такой сказал, 500 миллионов, 500 миллиона, значит, в это ввалим, и еще 600 аудиты дадут. Саудиты, а не аудиты. И так сказал, что давайте округлим, пусть триллиончик дадут. В общем, оказывается, это по их задумки, это некий такой передний край науки и технологий, в которой США будут, безусловно, лидировать в ближайшие там, 20-30 лет. Все за искусственным интеллектом будем ходить, кланяться к ним, дайте чуть-чуть, отсыпьте, а вы, значит, там прогнитесь. Ну, в общем, кто хозяева мира, будет ясно, потому что у них искусственный интеллект. И вот эта маленькая приложушка, она все вот это поломала.
А ведь там тянется не только вот эти 500 миллиардов, которые теперь непонятно, надо тратить их или нет, саудиты дадут этот триллион или не дадут. А еще есть вот такая штука, как... вот сейчас попробую сформулировать. Когда из нас тащат ресурсы, одним из главных ресурсов это мозги, это наши, то есть вот ребята, которые ездят на Олимпиады, которые очень хорошо в математике разбираются, там мы постоянно какие-то места на программировании, на олимпиадной математике занимаем, потом где эти дети, где они, вот, ну, потому что есть такая установка, что вот есть рай земной, Кремниевая долина, и как только ты, значит, на одни пятерки и золотую медаль в школу закончил, тебе туда, там тебе, значит, теннисный стол дадут на рабочем месте, гамбургер будут привозить, и вообще рай. Только вот сиди и работай, человека часы отрабатывай во славу величия Соединенных Штатов. Что, конечно же, ложь. Я уже тут упоминал книгу британского журналиста, которая называется «Работай, работай, 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 сдохни», где это там все опровергается. В общем, ну вот Виталик, знаете, такой есть Бутернин, по-моему, в Канаде, русский паренек, который... Нет. Ну, эфириум, который придумал блокчейн. А это революционная штука, то есть там это в самом средстве платежа, то есть это сама и платежная система, и средства платежа, и в ней же смарт-контракты. Вот Греф про них постоянно говорил. То есть, когда вот в самой валюте и заложено условие, когда она может быть заплачена. То есть, это там очень много решает вопросов там посреднических, прозрачность, там никакой коррупции, вот если с этими смарт-контрактами работать. Наш паренек из Коломны, его, правда, увезли туда далеко, в Канаду, не по его воле, и вот что-то он так... Последняя новость про него сейчас вот вспомнил. Усыновил бегемотих, удочерил бегемотиху. Господи, возвращайся ты домой, Виталик, если слышишь, тут без бегемотихи. Хорошо, что не наоборот. Не бегемот. Ну, видимо, могло быть. Колбасит Виталика, оторванного от корней. И вот, значит, вот есть вот эта сказка о прекрасной Силиконовой долине, где, значит, ты будешь зарабатывать кучу денег, где все тебя будут облизывать и давать развиваться. И вот эта сказка, она еще и подпирается как раз вот этим вот технологическим преимуществом США, которое оказалось и лопнуло. Вот сейчас у них нет ничего, чтобы они сказали: ребята, мы впереди всей планеты, мы круче всех. Где они круче всех? Они ледокол там, у них один ледокол всего. Хотя Аляска, все такая арктическая держава. Там второй ледокол строит уже, по-моему, 3-й десяток лет. По-моему, Китай штук 40 строит за раз. И мы тоже там строим штук 7. Вот, и... А там еще любопытно, что вот это все сделала на процессорах, по-моему, компании Huawei, которую Трамп травил, когда был президентом в тот раз. Как тараканов, да. Нет, это все... Там очень много тонкостей. Это все на NVIDIA, но гораздо более дешевых, более старых. Ребята там, которые, вот китайцы, которые это все сделали, они просто там оптимизировали алгоритмы. Я как... математику заканчивал и программированием немножко занимался. Я помню вот время, когда еще вот меня поразил, возник вот... Еще когда этим занимался, возник вот такой стиль программирования. Вот я сижу, например, какую-нибудь программку пишу, и мне надо там, скажем, числа из выборки, там, каждое 7 число, и взять из него там кубический корень, условно говоря. Я просто так из головы. Я беру и в этих же строках кода и там пишу там маленькая, там в 2 строчки программка, которая вот вычисляет кубический корень из подставленного числа. Потом возникает более прогрессивная история с программированием, когда ты просто подгружаешь в библиотеку, где есть вообще все арифметические действия. И корень, и кубический, и логарифмический, и какой хочешь, и сложение, и умножение. И вот к этому моменту, значит, подгружается вот эта огромная библиотека, туда загружаются, значит, вот эти данные, получается корень, вот искомый корень. И так можно, но... Вот второй способ, это, гораздо тяжелее программа получается. Это я просто вот оптимизацию объясняю, что вот как на руках. И еще вот когда чуть-чуть был программистом, всегда говорили, что всегда есть в программе, куда ее чуть-чуть вот можно оптимизировать. Чуть-чуть вот, значит, там поджать код. А, может, помните, были такие компьютеры Spectrum.
самодельные. Да я, по-моему, уже все закончил, когда они появились. Нет, это... У нас была ЕС-10, чего-то такое. Вот это помню. Причем она стояла в одной комнате, такой шкафин. Да. А терминалы, значит, в аудитории. Вот это у нас было. Не, ровно в 90-х, вот прям с 90-го года начали наши ребята там возить в этих... прилепляли такие в подол пальто микросхемки, привозили ZX, по-моему, они назывались, ZX80 процессоры, и у нас прям умельцы в институте автоматики свои платки... Это были первые персональные компьютеры. Вот я сижу в общаге, я студент вообще, у меня там джинсы одни только, чтобы на дискотеку сходить, а у меня уже персональный компьютер, телевизор «Юность», значит, вот эта вот штучка, я сижу там, и игры были... Вот кто чуть-чуть вот с этой информатикой, они вспомнят, 16 килобайт, ребята, это вот сейчас эти все, какая-нибудь игра, это там 4 гига, знаете, или вот оно там ворочается, все. А там такая была на аудиокассете программка, она потихонечку загружалась с таким свистом, и сидишь и играешь, и геймплей был просто шикарный. Вот, это вот по поводу оптимизации. Была задача в 16К, значит, какого-нибудь саботера уместить. Брали и умещали. Вот у этого китайца, значит, была задача в 1000 раз сделать более эффективной вот эту модель большую языковую. Он и сделал. И, в общем-то, поломал немножко даже национальную идею Соединенным Штатам. То есть это не просто так все. Это не просто вот булькнуло, там что-то там NVIDIA потеряла 10%, потом, значит, как-то откатится назад. Это довольно такой, на мой взгляд, тектонический момент в нынешней нашей реальности. То есть табуретку выбили, да? Да. Товарищей. Да, вот идея того, что США, они технологически, значит, еще там как-то идеологически все уже опускаем. Как еще, в космосе, очень, очень, знаете, как-то вот эта вот идея воткнуть флаг на Марс, она так, конечно, романтически красиво выглядит, но... А как насчет на Луну еще раз слетать? А где вот эти вот все там космический туризм? Помните, обещали что-то там... Деньги уже собирали на то, чтобы там вот... они летают периодически. Там Безос своя программа. Он один раз слетал, и все. Какая-то в верхние слои стратосферы. Да, это стратосфера. Меня больше вопрос интересует. Как они высадились на Луне, а потом 50 лет не могут долететь до станции, мир, не мир, неважно. Я вначале тоже похохатывал, когда появились люди, которые говорят, да нет, не были американцы на Луне, все это снято в Голливуде или еще где-то там. Я думаю, что вы, мы же вот как-то все это... взрослые же люди все это показывают. Не будут же настолько врать. А сейчас уже даже подзадумываешься. А что? А куда? У нас-то понятно. Рухнул Советский Союз, и рухнул так, что еще там и обломками сверху засыпало. Они же там все время шагали вперед. Где эти технологии? Нету, оказывается. Потому что они же на наших ракетах летают. Только сейчас, пару лет назад появился. РД-180 легендарный, который... РД-180, который, по-моему, мы тоже утратили этот рецепт воспроизводства этого двигателя, но он какой-то очень эффективный, хороший. Их что-то там 200 штук, и да, по-моему, их уже скоро они просто тупо закончатся. А как вам слова Трампа, что, значит, русские у нас украли... гиперзвук, а китайцы искусственный интеллект. Вот. И главное, ведь как украли? Просто гиперзвука при Обаме где-то висели, в единственном экземпляре кто-то, значит, зашел, украл, все, теперь Америка там позади. И тут также. Как украли? Там это открытый код этого чат-ботика, и, собственно, и вы берите, пользуйтесь. Он такой... Они же его бесплатно выложили, я правильно понимаю? Бесплатно выложили. Мало того, я сейчас чуть-чуть подальше скажу. Да нет, прямо сейчас сразу скажу. А вот почему вдруг он так взорвал вот этот технологический мир, вот этот вот DeepSeek? Потому что если зайти в Apple Store...
Apple Store у нас не признан каким-нибудь иноагентом или там экстрем. Короче, в Apple Store или в Google Play зайти и вот этот чат-бот набрать, там, я не знаю, там штук 300 у вас вывалится всяких этих приложений, которые там и денежку просят, которые за рекламу, и какие-то полумошеннические. Факт то, что кто-то же нашел, кто-то как-то оценил, что это вот при всех этих затратах... То есть, вот мне кажется, вот и вброс вот этого приложения, информация о нем тоже каким-то образом, ну, кто-то специально это сделал. По-моему, это очень по-китайски. То есть тут, значит, шумели, кричали, а они так тихенько сказали, а вот. Наверное, да. Смотрите, вот сколько вы тратите. Вот что-то я такое про ядерную бомбу, которую мы тоже вроде украли, какую-то документалку смотрел, и там что-то там как раз американцы сравнивали наш подход к обогащению урана и их подход, и вот они сказали, что мы там что-то такое, вот, значит, нагородили, а русские так раз, бум, и простенько все сделали. И сравнил, что вот как бы если бы мы попытались молоко добывать просто там все элементы, значит, химическим способом, а потом смешивать, а русские взяли и изобрели корову. Вот примерно вот здесь можно так же описать. А они не украли Оппенгеймера там или кого-нибудь еще? Ну, там американцы-то. Куча всяких есть сериалов. Вроде там что-то мы там украли. Ну, и Сикорского украли, например. Это уже они украли. Сначала у украинцев, потом выяснилось, что он был имперец. Украинцы. И они как-то про него сразу резко забыли. То есть, значит, да, не про всех. И про Булгакова забыли. Они, когда не почитали эту книжку, они, это наш, это, значит, наш хлопец, этот казак. Потом им говорят, а вот смотрите, что вот Гоголь-то про вас писал-то. О, нет, все, сразу москаль, имперец, нет, срываем табличку. Булгаков, Сикорский, все... Вот, давайте еще чуть-чуть... Я... тоже не раз об этом говорю, и еще раз хочу сказать, чтобы люди, которые нас слушали, не тревожились. Вот то, о чем мы говорим, это все равно довольно раздутая вещь, и которая пока... Я вот гуглю чуть ли не каждый день, и она мало где применяется. Это вот чат-бот, ну, он там худи вам в магазине продаст. Вы действительно можете его от человека не отличить. А больше это нигде особо не применяется, этот искусственный интеллект. Потому что в нем заложена изначально сама идея, то, что когда он что-то не знает, он начинает галлюцинировать. И поэтому вот где-то его вот применять там, где там человеческая жизнь зависит, или что-то там, деньги, его пока вот невозможно. Это большая языковая модель. Это не искусственный интеллект. И вот некоторые там, которые ученые действительно над искусственным интеллектом работают, они немножко обижаются, потому что весь хайп мимо них, и эти пузыри миллиардные надуваются вот в той сфере, где языковая модель, а им вот не дают деньги. Вот. Про энергию еще хотел сказать, что вот это вот безобразие криптовалюты и искусственный интеллект, оказывается, в мире затрачивается 8% вырабатываемой электроэнергии вот на вот эти дата-центры, которые там жужжат себе вот эту вот бессмысленную, на мой взгляд, криптовалюту, майнят или там ее обрабатывают. И вот наши запросики, там, пошути про, я не знаю, там, пошути про Казахстан. И тебе этот чат-бот говорит, не буду шутить про Казахстан. Вот и все, пока ее использование. Может, вы как-то используете? Нет, абсолютно. Не, ну тут же как бы наша профессия под угрозой. Не, ну а как вот посадить... Я знаю людей, которые хуже пишут, причем профессионально работают, чем этот самый ИИ. А может быть, вообще как-то попробовать в эфир вот запустить просто? А там... есть уже, например, на Соловьев Лайв новости, там чат-бот читает. Нет, одно дело читать, и другое дело как-то там... Ну, не, он, наверное... Быстро подтягивать какие-то массивы... Он, наверное, и сочиняет сам. У них очень смешно, я несколько роликов видел в интернете. Они очень смешно числительные произносят. Да, еще... Я сейчас не рискну повторить, забыл, но вот очень смешно. Там есть вот первый вопрос, который чат-боту задаешь. Почему у коня 8 ног? Это вот старая еще гугловская прикол такой, потому что 2 правых, 2 левых, 2 задних, 2 передних. Да, он там, ну, обычно, если нормальный чат-бот с юмором, он как-то умеет отвечать. Потом вот лично моя проверка, я прошу его просклонять «пойду жену, приду, прижу».
Я говорю, просклоняйте там. Ну, я жду, что он там скажет, там, пойдешь жену, придешь, прижжешь там. Нет, там какая-то такой, в общем, бред, в общем. У них ни чувства юмора пока нет, ничего. Такие средненькие, такие болталки. Кстати, почитайте, у Стругацких есть в полудни 21 век, там у них глава о великом информаторе, так называемом. Построили в Австралии, закопали под землю вот точно такой же искусственный интеллект. И там, значит, вот местные хулиганы-ученые ввели заведомо идиотскую программу, и он начал штамповать каких-то уродцев механических. Очень любопытная, кстати, глава, как и вся книга. Люблю я Стругацких. Не, я Стругацких с удовольствием перечитываю. Даже вот просто настолько свежо иногда вот читается, что вот удивление опять в голову идет. Когда нуль-транспортировку придумают? Но для того, чтобы нам нуль транспортироваться, нам нужно разобраться, значит, на атомы. Эти атомы мы должны каким-то образом информационно полностью считать, всю структуру тоже как-то считать и ее воспроизвести где-то там, не знаю, на Марсе или еще где-то. Если мы можем нуль транспортироваться, ну, не знаю, вот прямо сейчас себе домой, то точно так же мы можем свою копию отправить и в Домодедово, и не знаю. Ну, это нуль транспортировка, это сразу копирование людей. Наверное, теоретически это возможно. Вот. Хотел еще вот что сказать про парня, который вот это профинансировал, во всяком случае. Он занимался еще тем, что у него была конторка такая маленькая, которая играла на финансовых рынках, на вот этих разных качелях, волатильности валют, акций. И он там написал программку, которая там очень даже неплохо зарабатывала. Это тот, который в Канаду уехал? Нет, это Виталик Бутурнин, по-моему. Да. А я про китайца говорю, который DeepSeek написал или профинансировал. Ну, в общем, он там главный. Вот, то есть парень такой совсем не глупый, и где-то он упомянул, что использовал какие-то наработки даже российских математиков, про которые я вот чуть-чуть бы хотел сказать, но минута одна осталась. Давайте скажем так, вот я пока еще что заготовил, что Китай нас удивил своими смартфонами. Китай сейчас впереди всех этих систем связи, лучше всех там 5G делает, 5,5G, 6G. Китайские электрические автомобили точно лучшие в мире. А США, вот я говорю, что вот на Луну слетать не могут никак. И, видимо, Китай может, кстати говоря. Китай может. У них есть программа лунная, у них есть программа построения какого-то чуть ли не города. В общем... Ну, вроде как с нашей помощью, хочется верить, да? Андрей Бочаров в студии «Радио Спутник», я Алексей Осин. Через пару минут новости, оставайтесь на орбите. Андрей Бочаров в студии «Радио Спутник». Приветствуем всех тех, кто присоединился к нам только что. Спасибо, здравствуйте, дорогие. Ребята. Я хотел чуть-чуть продолжить вот тему IT и техники, закончить, может быть, как-то закруглить ее. Хотел я сказать, что вот забыл упомянуть, что Байден, когда взошел на престол в 2021 году, с такой же помпой, как и Трамп, выпустил, тогда это называлось чип-акт. Вот представьте, такой чип-акт, то есть вот, значит, действуем по чипам. 2021 год, можете погуглить, где примерно те же, что и у Трампа были горизонты заявлены, что, значит, мы сейчас перетащим все производство самых передовых чипов на территорию США и будем доминировать, а вы, значит, ходите, карлики, клонитесь. Ничего они за 4 года не продоминировали. Даже, по-моему, это строительство не началось. Что-то там 1,5 миллиарда потратили, как всегда, на изыскание, значит, куда эту фабрику поставить, и ничего и не получилось. Архитекторы у всех этих чипов сидят в Британии, которые чертежи рисуют, вот как этот чип, как его архитектура будет устроена. Литографические машины в Голландии. Литографические, это которые вот лазером рисуют эти чипы, выжигают. И половина там ребят работают из России, потому что у нас вот эта школа лазерщиков была
самый передовой еще в 90-е годы. Сам завод с чипами на Тайване, где там США. Ну, вот, кстати, они ввели санкции против Тайваня. Тайвань вообще в полном, я не знаю, обмороке. Вроде бы как они должны заступаться перед Китаем. А нет, вот вам, значит, санкции, Трамп говорит, чтобы вы переносили быстрее производство на территорию США. Значит, вот. Надо в родную гавань. Куда же деваться? Нам надо свое развивать. Как-то вот, не знаю, болею душой за это. Еще из новостей науки, раз сегодня мы про науку, так я сегодня выбрал темой науку, вот есть такая вещь, токамак. Это такой бублик, внутри которого разгоняют атомы водорода, которые, значит, при определенных условиях начинают... Там даже, можно сказать, тяжелая вода. Дейтерий и тритий, да? Ну, я таких подробностей не знаю. Дейтерий, тритий, это к обычной, скорее всего... Там это... типа HO и H... Нет, там чисто вот водород и вот этот гелиум, который потом после термоядерной реакции... Ну, это называют еще вот таким мини-солнцем. И вроде бы считается, что вот будущее энергетики мировой вот за этими соленоидами, где там, значит, миллионы этих градусов... Токамак — это торообразная камера с магнитной катушкой. Это вот наша такая... Я учился в 80-х в Новосибирском академгородке, где эти токамаки разрабатывали, их как-то запускали, и даже секунда тогда считалось, если 2 секунды, то все это такой прорыв просто. А сейчас, представляете, 18 минут вот это искусственное солнце где-то в Китае работало. Но хочу вас успокоить, что как снимать энергию, то есть как запустить и как ее удержать, считайте, уже мы вот вроде как ученые поняли. А как вот снимать энергию, вот, ну, понятно, там миллионы градусов, а вот что там, чайник на этом вскипятить или как-то ну, что, тепло нельзя уловить, что ли? Я не понимаю. Нет, оно сразу, ну, вот это как прикоснуться к солнцу. Ну, оно же распространяется. Нет, в том-то и дело, его вот этот вот электромагнит как раз и удерживает эту плазму, потому что, ну, и там еще неприятные всякие штуки в виде там жесткого нейтрино излучения, в общем, тоже с этим проблему не решали, и есть такой в физике термин, устоявшийся еще с 68-го года, называется постоянная капица. То есть при любой новости про токамаки, про термояд мирный, всегда до запуска в промышленное производство остается 30 лет. И вот, хотя эта новость прекрасная, что 18 минут искусственное солнце работало в Китае, все равно до запуска где-то примерно 30 лет. Ну, я так понимаю, если в теории, там, когда-нибудь солнце погаснет, да. То можно будет это же повесить, а все равно будет внутри, да? Понял я. Ну, да, я не хочу сейчас в детали войти. Ну, короче, там пока нету. То есть оно там внутри себя крутится, но вот если ты только туда палец поднесешь, все, у тебя нет пальца. И вообще, и выпускать это из этого соленоида никак нельзя, потому что оно же там и удерживается. Если его не удерживать, реакция либо бабахнет, либо перевыполнит план, это маленькая электростанция в миллион раз, либо просто это все затухнет. Из страшных, на мой взгляд, технологических новостей, вот я прочитал про то, что ученые тоже где-то в Азии очень близки к человеческому инкубатору. То есть вот мы в пипеточке там делаем, значит, оплодотворяем клетку и куда-то там складываем, и вот эта вот искусственная штука, то есть женщины уже и как бы и не нужны. То есть и без них можно уже детей вынашивать 9 месяцев, и им можно какие-то эти... заданные параметры, вот хотим, чтобы у нас, значит, родился, кто первым делом? Голубоглазый блондин, 187 ростов, там, широкий в плечах. Вот этого я боюсь, что через 30 лет вот попрут вот такие вот голубоглазые блондины, и что... Вот. А сразу сегрегация получится, да? Одни люди такого, естественно, рожденные, а другие искусственные. Ну, андроиды такие, да, получается? Ну, да, с заданными. То есть, они, естественно, там будут самые умные, самые физически выносливые, стойкие ко всем болезням. Ну, вот, а что в итоге получится? Вот как-то вот, мне кажется, это уже и
уже хочется и кадилом помахать, и перекрестить вот это все, чтобы этого не было. Ну, как-то... Ну, а людям интересно жить, когда они разные, когда мы вот, я такой, вы такой, мы, вот девочка такая, девочка другая, там, а когда все одинаковые, да еще с самыми высшими показателями, ну, действительно... Это вот девиз же рисует искусственный интеллект, ну, просто обалдеть. Вот смотришь, да, а потом Муклы. думаешь, ну вот, да нет, вот должен быть что-то такое. Изюминка это называется. Изъян какой-то. Чтобы она косила слегка, или Ну, там опухоль была где-то. Вот, давайте, мы закончили. Я, во всяком случае, все свои технологические и научные новости вывалил на вас. То есть надо завершить, о, сколько нам открытий чудо готовит просвещение, дух и опыт, сын ошибок трудных и гений, парадоксов друг и случай Бог-изобретатель. Александр Сергеевич Пушкин. А вот последнюю с голосом диктора я вот как кролик перед питоном, потом появлялся Капица, и вот я сидел и слушал, как круто развивается наша наука. Сейчас бы такое. Вот, ей-богу, мне кажется, есть запрос на такие неспешные, чтобы ты без всяких вот этих заставок, рекламы, спокойненько что-нибудь рассказывали такое. Есть вот, такое. давайте перейдем к теме, ну, вот, например, такой. Обычно, когда какой-нибудь мировой лидер такой заступает в должность, вот этот... как его, в Аргентине, как его зовут, с бензопилой там. Ну, Солей, не Солей. Ксавье Милей. Милей, да, Милей. Всех Милей. Вот. А Трамп такой темп взял, что вот хочется уже оценить и первые 10 дней, которые вот... Просто он столько шуму наделал, вот просто человек, я не знаю, там, в 78 лет, конечно, ему... Он, оказывается, не пьет вообще. Вот в чем вообще... Ну, только эту диетическую колу. И хочется что сказать. 10 дней, которые потрясли мир. Джон Рид был такой писатель, значит, вот он написал книжку, и был такой спектакль в театре на Таганке, кстати говоря. А прям вот она же такая почти документальная была. Ну да, и стояли, у них была фишка, стояли... красноармейцы. И накалывали билеты на это самое. Так это практически чуть ли не первый спектакль, вы описываете театр на Таганке. Да. Это точно? Один из. А точно по вот этой книге? Да. И что там было? Что-то антисоветчина какая-нибудь? Да нет. Там, это же их, у них площадной театр, вот это вот энергия, на доске эмоции. что-то там кататься, в зал выходить. Ильф и Петров это все описал, там, хождение по проволоке. Ну, он скорее Мирхольда описал. Все-таки. Женитьбу конкретно спектакль. Да, он прям с чего-то живого писал. Кстати, тоже книга, которая... Они, да. Кстати, тоже, вот если о чем-то вспоминать с огромной теплотой, то вот о романах «12 стульев» и «Золотой теленок» до сих пор начинают читать. Вот я где-то в прошлой, что ли, пятницу... нет, с вами был эфир, и я про Воронью Слободку там сказал, что подожгли со всех концов, и просто залез уточнить цитату, что-то у меня какие-то сомнения, и бум, и вот просто понимаешь, как вот в кроличью нору, и читаешь. Да. И слог, и юмор, вот почему это до сих пор 100 лет прошло. А за 100 лет до этого, например, читаешь литературу, которая 200 лет, ну, вот как-то не так. Вот почему-то вот... Ну, почему? Александр Дюма очень неплохо писал. Ну, 200, наверное, еще тут не подходит, но 150 почти. Скорее, да. Он очень хороший стилист. Мне безумно нравится. Вот те же «Три мушкетера», просто вот такие обороты, так все здорово. Ну, наверное, там еще, может, еще и переводчиков надо поблагодарить наших, конечно, которые... Потому что оценить это на языке оригинала я вот не смог, хотя пытался. Так, мы 10 дней, да, ответвились. Значит... Получается так, что как-то сильно изменить международную повестку не военным путем он не может. Вот, то есть вот куда он что ни скажет, как-то все на него просто так странно смотрят и думают, надо посидеть, подождать. Может, у деда это пройдет все или как-то там. Или забудет вообще про Гренландию. Про Гренландию он не забывает. Нет. Ну и опять же вот этот весь... А почему там не военным нельзя? Ну вот проведет референдум, они отделятся от Дании и присоединяться к Америке. Ну, не знаю. Но тем не менее... Крымский вариант. Нет? Да, вполне может быть. Отдельный народ, пусть ему небольшой, да. Ну, все, какие проблемы? Все, давайте считаем, хорошо. Гренландию Трамп отвоевал. Ставим галочку. Тут у него получилось.
Но в остальном как-то он, вот я говорю, мирным путем у него каких-то нету особых, по-моему. А вот военным путем он же сам себе запретил практически и грозить, и вообще как-то, как определяющую характеристику, мол, свою. Мол, вот эти вот дурачки, которые до меня были, они вот все войны начинали, а я войны заканчиваю. Ну и что он, значит, вот тарифы с завтрашнего дня вводит, кстати, для ближайших своих друганов, с тем, кто бей тех, кто поближе. Для Мексики и Канады с 1 февраля, то есть вот с завтрашнего дня, США вводят 25% пошлины на все. Его спросили, а типа и на нефть тоже? Он говорит, так как-то пожеманился, типа не знаю. Я вот себе выписал. По данным Управления энергетической информации, в октябре Соединенные Штаты ежедневно импортировали почти 4,6 миллиона баррелей нефти из Канады. Это много. Это ежедневно. 6 миллиона баррелей из Канады. И 500 000 баррелей баррелей нефти из Мексики. Дневная добыча в США в этом же месяце составила в среднем 13,5 миллионов баррелей. То есть, если смотрим... Половина, да? Чуть меньше половины. Как это? Вот совокупно получается 5 миллионов, а они добывают 13,5 миллионов. Трамп такой говорит, а что нам импортить, если мы сами вот это все производим? И тут же люди, которые чуть-чуть там как-то в бизнесе, они так говорят, слушай, а он знает вообще, что нефть абсолютно разная бывает. Бывает легкая, бывает тяжелая, бывает сернистая, да и вообще одинаковой не бывает. Она какая-то из Канады как раз там, по-моему, с песком идет практически асфальт целый. Из нее там делают керосин, бензин, дизель, тот же асфальт, эти крыши, андулин, химпроизводство. И мы же все время дизель поставляли в США, потому что из их нефти этот дизель, дорого делать, а его хорошо сделать. Это такая штука, в которой надо разбираться, прежде чем эти пошлины ставить, и как бы себе опять, как эта Европа делает, в ногу не пострелять. А нефть ромашкинского месторождения, которое во время войны открыли, нет, ее можно в танке прям сразу заливать, даже ничего не обрабатывать. Я, честно говоря, в этом мало что понимаю. Преувеличение немножко есть. Где? Да, поскольку керосинку закончил. Губку? Да. Которую, вообще, уважаю вас и прям вообще, Так что там, да, действительно, она разная бывает и так далее. Я так себе и не представляю, что этот ректификат, эти колонки, их нужно греть. В общем... Фракции отделяются. Да, так же, как и... Спирт также, плохой самогон также делает. Ник, а что тут, не знаю, если вы возьмете H2O условно, да? Опустите температуру ниже нуля, получится твердая субстанция, больше 100 градусов получите газообразную. А если вы согреете до 90 градусов в горах, то закипит при 90 градусах, потому что давление. Это агрегатные состояния вещества. Их 4. Твердое, жидкое, газообразное и плазма. Про плазму мы уже поговорили. Это как раз а почему про нефть я заострил внимание, потому что какой-то более-менее рабочий, вроде считается, план у Трампа, это опустить ту самую нефть, ее стоимость, чтобы России стало невыгодно. Что там невыгодно будет, я не понимаю. Прежде всего, невыгодно это Саудовская Аравия, у которой там планы эту пустыню всю засадить огурцами и какой-то город будущего сделать. И все это сверстано из цены нефти на $100 за баррель. Баррель это 167, по-моему, литров. Бочка такая, да? Или я ошибаюсь. И, значит, опять же, что интересный, на мой взгляд, получился еще один ход Трампа, когда он наловил мигрантов и начал их туда-назад отправлять в Латинскую Америку. В Колумбию не пустили, по-моему, и в Мексику не пускали, в Гондурас что-то пустили. Вообще какой-то там не очень понятно. Вообще из Колумбии ли были эти мигранты, которых не пустили в Колумбию? То есть они как были без документов в США, их наловили без документов и решили почему-то в Колумбию. Колумбия говорит,
вот что вы их к нам везете? Они какое к нам отношение имеют? Трамп такой, тарифы ввожу. Там сейчас ввожу тариф. Да, через пару часов, значит, колумбийцы сказали, ну ладно, вези своих мигрантов. И президентский самолет за ним. И что-то там посчитали, что чуть ли не $5000 один мигрант обходится. Таким образом его отвезти там в 10 раз дороже, чем эконом-классом просто. Но я про другое хотел сказать. Вот как вы думаете, почему... Вот что общего между мигрантами и тарифами? То есть экономика, экономический трек. Идут люди, что-то там торгуют, у них какие-то там бананы, что там еще производят, Колумбия, табак, кофе. А тут какие-то мигранты. Никакой же связи нет. Нет, это рычаг просто. Это рычаг. А теперь давайте вспомним... Нет, слушай, приготовь мне, не знаю, борщ, иначе я тебе дам в морду. Вместе ударом в морду и борщом никакой связи нет, но тем не менее. Вот это Трамп. Вот давайте вспомним еще строительство Северного потока-2, против которого Трамп, кстати, категорически возражал. Он прям выходил и говорил, в первый свой срок, что я сделаю все, чтобы этого не было. А по каким основаниям? Зачем ты это? Почему тебе это не нравится? Понятно. Потому что он хочет сам газом снабжать. Потому что он боялся тогда, что вот Россия с Европой, да еще связанные такими энергетическими нитками, попрут вперед, и их США это засунут за пояс. Удалось им, да. Вспомним, на каком основании он этому трубоукладчику санкции ввел, что его, значит, нельзя было как-то там обслуживать, в порты какие-то вводить. На основании отравленных трусов. Вот так же, в огороде Бузина, в Киеве дядька, мигранты не из Колумбии, везем в Колумбию. Если не повезем, то значит, это, тарифы. Это, по-моему, я не знаю, это, по-моему, это просто бесстыдство и бессовестность. Вот так вот себя вести, это полное... они разрушают архитектуру каких-то мировых отношений, каких-то правил приличия даже. Добивают своей цели. Бремя белого человека. Киплинг, Джек Лондон. То есть, я надеюсь, хотя бы нам не будут мозги компасировать вот этими всеми там идеологическими какими-то... А вот этот флер, да, он исчезает. Они утратили, да, вот это свое, что у нас все по закону, что мы там демократы, это все не существует. Оно просто как... А его и не было так, это как шелуха просто отпала, и все. Знаете, как-то... Нет, для себя было. У них внутри страны была стройная система достаточно, как мне представляется. В нее просто никто не верил. А на экспорт это любое вторжение, это же защита демократии, все такое, как этот аргумент-то какой. А за что тогда Белград бомбили вообще тогда? Что, зря, что ли? А, кстати, с каким-то уважением даже говорят, знаете, Трамп, он же бизнесмен, он по-бизнесовому сейчас все решит. Политику по-бизнесовому он делает. Почему-то не по-политически, как это столетиями вырабатывалось, а по-бизнесовому, значит, как хабалки на рынке. Зеленский клоун, он по-клоунски, значит, делал политику. До крови быстренько дошло. Саакашвили там... Что у него шизофрения была. Он по-шизовому тоже опять крови. Может, не зря как-то отличается это ведение дел в политике от ведения дел в бизнесе, не знаю, выступления в банях перед олигархами, жевание в галстуках по телевизору. Не зря, может, есть наука, дипломатия. Какой-то у нас даже хороший вроде институт есть. МГИМО называется. Там учат людей, как все это формулировать, чтобы это все как-то... А тут возникает мысль. Демократия привела к руководству одной из сильнейших держав мира такого человека, как Трамп. На Украине крупнейшая страна Европы, помимо России. И про Гитлера мы помним. Гитлера помним. Так, может быть, лучше, это продолжая вашу мысль, может, лучше, когда человек будет к этому готовиться прямо с рождения, он будет понимать, что... Вы монархист. Наверное. Вы монархист. Нет, я задумался просто. И я, в принципе, за меритократию. Это самый здравый смысл. То есть человек на своем месте должен просто первым делом своим служебным обязанностям соответствовать, а не ожидания
обещанием как людей, там, раздача гречки или обещание там в Марс воткнуть какой-то... Ну, как это сделать? Я пока не знаю, если честно. Ну, почему? В некоторых наших республиках это бытует. Тут, извиняюсь, ведь Александр Григорьевич презентовал старшего своего отпрыска. Да, очень красиво он сыграл на пианино. Там. А теперь Виктор есть. И наверняка, я так думаю, могу ошибаться, может быть, все будет не так. Про Виктора расскажите. Коленька у него есть. Ну, Коленька младший, а есть Виктор еще старший. Вот, то есть, у него есть из кого выбрать, Туркменистан, Гурбангулы, Бердымухамедов, Сердар. Мы сейчас с вами в такую дискуссию упадем про Гейдар Алиев и Ильхам Алиев. Вот. Ну, а это что, не династическая форма правления, я извиняюсь? С демократическими, так сказать, вензелями. Ну, а как мы будем уверены, что вот наследник, он каким-то образом... Мы же дошли до Николая II, кровавого и святого. Вот каким-то образом. Дошли, да. Но до него было, извиняюсь, 300 лет Романовых, и еще Рюрикович. И хорошие были времена. Да, и до него были такие правители, как Иван III, как Петр I. Да, и давайте не стесняться, Иван Грозный вообще-то. Иван Грозный, я вот, честно говоря, особо мы как раз с друзьями ехали в машине, и я им рассказывал, как Филипп II на кошках играл. Знаете, так вот клавишам приделывал такие штуки с иголками, подвешивал котят, и он, значит, там брал какие-то аккорды, в котят втыкал. Как Фридрих II, который сын Барбароссы, как там над людьми издевался. Там, в общем, Иван Грозный... Один Влад Цепер чего стоит, чего уж там. Иван Грозный был чудик с нашей кочки, если посмотреть, но чудили тогда все и гораздо кровавее, и хуже, и интереснее с точки зрения там авторов каких-нибудь драматургических пьес. Похохочем в следующий раз. Надеюсь, Андрей Бочаров в студии «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Прервемся на новости. Оставайтесь на орбите. До свидания.